Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить нежный медовик с черносливом. Простой домашний торт с насыщенным медово-карамельным вкусом и нежнейшим сметанным кремом. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Сначала подготовим форму диаметром 20 см, чтобы потом на нее не отвлекаться. Дно обязательно, а бока по желанию необходимо выстелить пергаментной бумагой. Форму пока отставляем в сторону. Теперь переходим к приготовлению медового бисквита. Берем 120 граммов меда, у меня цветочный, но если есть гречишный, то лучше использовать его. Выкладываем мед в кастрюлю или сотейник с толстым дном. В мед добавляем 7 граммов соды. Кастрюлю или сотейник с медом ставим на самый минимальный уровень нагрева и, постоянно помешивая, начинаем мед с содой прогревать. По мере нагревания мед начнет пениться, именно поэтому я рекомендую использовать кастрюлю объемом не менее 1 литра. Также мед постепенно будет темнеть и приобретать насыщенный карамельный цвет. Очень важно не отходить от плиты и не увеличивать огонь. Нам нужна медленная карамелизация, чтобы мед не начал горчить. Когда мед приобретет насыщенный темно-карамельный цвет, снимаем его с плиты и отставляем в сторону, чтобы он немного остыл. А пока мед остывает, займемся яйцами. В миску разбиваем 4 яйца, у меня категории S1. Сюда же добавляем щепотку соли и начинаем взбивать яйца миксером до появления легкой пены. Затем берем 120 граммов сахара и, не прекращая взбивание, в несколько этапов всыпаем сахар в яичную массу. Продолжаем взбивать яйца с сахаром до образования плотной светлой пены, которая заметно увеличилась в объеме. У меня на это ушло около 6-7 минут. После этого добавляем в яичную массу половину чайной ложки лимонной кислоты и продолжаем взбивать еще 2-3 минуты, чтобы масса стала еще более стабильной и воздушной. Теперь добавляем уже слегка остывший мед, вливая его во взбитые яйца, а затем с помощью миксера перемешиваем все до однородности. И последний ингредиент – 160 граммов муки, у меня предварительно просеянная, которую добавляем в яично-медовую массу. А затем очень аккуратно, размеренными движениями снизу вверх, лопаткой или венчиком вмешиваем муку до получения однородного теста. Здесь очень важно не торопиться, чтобы тесто получилось не только однородным, но и воздушным. Готовое тесто переливаем в подготовленную ранее форму. А потом отправляем бисквит в заранее разогретую до 170-180 градусов духовку, где наш медовый бисквит будет выпекаться на протяжении 30-40 минут. Первые 20-25 минут духовку рекомендую не открывать. Готовность бисквита проверяем, как обычно, с помощью зубочистки. Она должна оставаться абсолютно сухой и чистой. Готовый бисквит достаем из духовки и оставляем в форме на 10-15 минут. А затем аккуратно извлекаем его из формы и оставляем на столе или решетке до полного остывания. Когда медовый бисквит остыл, с ним уже можно работать дальше. Но я рекомендую не торопиться, завернуть его в пленку и убрать в холодильник на сутки, чтобы бисквит созрел и стал более стабильным и нежным. Когда бисквит остыл и созрел, можно заняться кремом. Берем 350-400 граммов вареной сгущенки и слегка взбиваем ее миксером, чтобы получилась мягкая однородная консистенция. К сгущенке добавляем 500-600 граммов сметаны, у меня 20%, а затем с помощью миксера тщательно перемешиваем сгущенку со сметаной до однородности. Чтобы сделать вкус крема более интересным, берем 150-200 граммов чернослива, мелко его нарезаем и добавляем в крем. Нам осталось только аккуратно все перемешать, и крем готов. К слову, вместо сметаны можно смело использовать крем-сыр, но тогда коржи дополнительно нужно будет пропитать подслащенным молоком. Готовый крем пока отставляем в сторону и разрезаем наш медовый бисквит на 3 коржа примерно одинаковой толщины. Как вы видите, медовый бисквит получается очень нежным и воздушным. А еще очень ароматным, что, к сожалению, невозможно вам продемонстрировать в видео. Приступаем к сборке торта. Лучше всего это делать с помощью формовочного кольца, борта которого желательно выстелить ацетатной пленкой.
Если такого кольца нет, то можно использовать борта формы, в которой бисквит выпекался. На дно выкладываем первый корж, на который выкладываем примерно третью часть крема. Затем выкладываем второй корж и снова слой крема. Завершаем сборку третьим коржом, который покрываем оставшимся кремом. Форму собранным тортом затягиваем пленкой и убираем в холодильник как минимум на 5-6 часов, а еще лучше на ночь для пропитки и стабилизации. После этого снимаем с медовика формовочное кольцо и удаляем ацетатную пленку. Ну а потом украшаем по своему вкусу. Я использовала орехово-бисквитную крошку для обсыпки и декор из кусочков чернослива и белого шоколада. В итоге у нас получился очень нежный и сбалансированный по вкусу медово-бисквитный торт, который по достоинству оценят все любители классического медовика. Медовые коржи мягкие, ароматные, с легкой карамельной ноткой, а сметанный крем делает их особенно сочными. Чернослив здесь отлично дополняет вкус. Он дает приятную сладость и легкую кислинку, благодаря которой торт не кажется приторным. Отмечу, что медовик по этому рецепту получается достаточно бюджетным. Все ингредиенты простые, доступные и не особенно дорогие. А на выходе получается большой вкусный домашний торт, который отлично подойдет и для семейного чаепития, и для праздничного стола. Если вы любите медовые торты с мягкой текстурой и насыщенным вкусом, обязательно попробуйте этот рецепт. Готовится он несложно, а результат всегда радует. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!